Дорогие друзья, я вас приветствую. Сегодня на обзоре будет вот такая вот лазерная рулетка или лазерный дальномер. Коротко об этой рулетке или об этом лазерном дальномере. Искал на Алиэкспрессе что-то аналогичное своей, то, что у меня есть. Я в дальнейшем покажу ее. Принцип отбора был следующий. Нужно было, чтобы не меньше 50, а лучше больше метров. Это первый критерий отбора. Второе, чтобы был читабельный, хорошо, чтобы было видно дисплей в любую погоду, и в ясную, и в пасмурную. Ну и, может быть, там качество самого изделия. Пересмотрел много разных вариантов, остановился на этой. К сожалению, хочу сразу сказать, название вот есть Hilda. А вот что касаемо модели, то есть нигде про модель ничего не сказано. Какая модель? Есть вот такой вот артикул, и все, наклеен сверху на коробку. Ну, давайте для начала распакуем эту. То есть вот такая вот коробка обычная. Вот такая краткая инструкция, опять-таки LDM-M серия, без номера, без ничего. Сама вот такая рулетка, дальномер. Ложемент, чехол под замшу и кабель Type-C. Да, кабель Type-C, так как это лазерная рулетка, этот дальномер, имеет порт для зарядки через Type-C, то есть тут есть встроенный аккумулятор на 300 мА. Литиевый аккумулятор. Вот здесь на шильдике есть описание. Кстати, вот здесь на ней, на самой рулетке, есть название модели LDM-M100. M100 это на 100 метров, этот дальномер. У него зеленый лазерный луч. Насколько это лучше, хуже, чем красный, ну, некоторые мнения считается, что зеленый луч лучше. Ну, я не знаю, я в этом не специалист, не могу сказать, какой все-таки лучше. Вот. Хочу сделать небольшое сравнение еще этой рулетки. Что у этой рулетки из особенностей? Первая особенность, ну, небольшой размер, это само собой, хотя о какой-либо защите, там, противоударной, там, или влагозащите, то есть от брызг каких-то, я здесь не вижу. Очень такой нежный, скажем так, корпус. Передняя панель вообще глянцевая, блестящая. Будет царапаться, если уронить, я уверен, она побьется, поэтому это больше, скорее всего, для бытового пользования дальномер. Имеет 5 клавиш. Клавиша включения. Вот она включает. Также у этой рулетки дальномера есть, в чем из плюсов, вот здесь в уголку маленькими циферками показан угломер. То есть помимо этого еще измеряет угол наклона. Также в левом углу уровень заряда аккумулятора и показан, откуда производится измерение самой рулетки. Либо от задней части, либо вот можно переключить от передней части будет. Дальше клавиша функционал. Здесь можно посчитать площадь, объем, гипотенузу. Дальше тоже связано с треугольниками, что-то еще тут. Ну и обычное измерение. Дальше прибавление, отнимание. Количество замеров. И можно либо складывать, либо отнимать. И клавиша сброса и отключения. Дисплей на камеру, конечно, отображается немножко по-другому. На камеру он более синим цветом, на самом деле он более белый. Это первый момент. Дальше, в чем еще преимущество? Есть Type-C, то есть зарядка через кабель Type-C, встроенный аккумулятор, как я уже говорил. Вот. Также, ну, пищалка это такое дело. Довольно-таки большое приемное окошко, так как все-таки 100-метровая рулетка. Стандартно лазер 2-го класса. В большинстве случаев написан именно такой. В принципе, больше ничего такого из плюсов я не могу здесь сказать. Хочу в этом видео сделать небольшое сравнение, как я уже говорил. До этого у меня была вот такая она и есть, бошевская лазерная рулетка, дальномер GLM-40. Я покупал ее очень-очень давно, когда они, в принципе, только появились. Вот. Это на 40 метров, но пришлось купить другую, потому что данный бошевский лазерный дальномер
даже в пасмурную погоду не выдает у меня 40 метров. То есть я не могу положиться на измерение дистанции в 40 и меньше метров. Там, как правило, он отработает более корректно. Это так 25, ну, до 30 метров это еще работа корректора. В дальнейшем, точнее, дальше расстояние. Во-первых, даже в пасмурную погоду тяжело искать точку красного цвета и тяжело уже производить замеры. Ну и так как все-таки модель не новая, вот, кстати, тут написан год изготовления, 2015 год. Вот я ее покупала в 2015 году. У нее две батарейки типа 3А. И, скажем так, не очень удобно. Периодически, когда начинаешь пользоваться, надо менять эти батарейки. Вот характеристики сзади указаны. В отличие от этой. Здесь аккумулятор зарядил и дальше пользуюсь. Ну и опять-таки, хотел бы проверить на все 100 метров, но, к сожалению, на улице снега по колено, метель и мороз. Негде сделать замеры. Ну, даже если это 100-метровая лазерная рулетка, лазерный дальномер, будет корректно работать на 50-60 метров, то, в принципе, это уже будет большой плюс. Хотя, я думаю, может быть, все-таки на 100 метров будет работать. Ну, мне принципиально где-то метров 50-60, чтобы она показывала. Вот. Потому что Bosch GLM40 корректно работает, я же, до 25 метров. Потом это очень тяжело там, пытаться искать эту точку, поймать, тем более, что сзади нету фиксатора на какой-то штатив поставить, чтобы зафиксировать его. То есть очень тяжело. Точно так же и здесь. Очень тяжело это делать. Через 3 минуты бездействия данная рулетка отключается. Вот, она полностью выключается. И тем самым происходит экономия заряда аккумулятора. Для сравнения двух этих лазерных рулеток я возьму такой вот уголок, зафиксирую его до стены на определенном расстоянии. Рулеткой отмеряю какое-то там расстояние фиксированное и сделаю замер. Ну и таким образом попробую сделать несколько замеров на разную дистанцию. Замерять будут, я поставил вот картонку, чтобы более ровная была поверхность. Ну, сейчас посмотрим, что из этого получится. Итак, я закрепил уголок, чтобы он был неподвижный. Вот, две рулетки. Включаем. Две точки у нас. Bosch выдает красную точку, Hilda выдает зеленую точку. Ну и сделаем сейчас замер. Так, еще раз. Две придвинуты полностью ровно к уголку. Замер Bosch. Замер Hilda. Так, итого у нас 0,528 Bosch, 0,528 Hilda. Рулетка я отмерил от стенки до уголка ровно 53 сантиметра. То есть, ну, погрешность 0,02. Так, еще раз сейчас сделаю сброс. И здесь сделаю сброс. Еще раз сделаю замер. Bosch. Так, Hilda. Оп, и Bosch. Оп. Так, Bosch 529, Hilda 528. То есть, ну, Bosch более ближе к реальному замеру. Еще раз, третий раз аннулирую показания. Hilda 528, Bosch 529. Так, теперь сделаю ближе к стенке, передвину уголок и сделаю замер. Так, придвинул я ближе к стене. Тяжело, так как уголок не фиксирован. Сейчас буду стараться аккуратненько. Поставил рулеткой 400 мм. Сейчас попробуем померить. Так. На Bosch сброс. 0,401. У Hilda сброс 0,399. То есть, ну, плюс-минус там какие-то погрешности все-таки есть, да. Но рулеткой ставил ровно 400 миллиметров. Вот, так что плюс, тут получается в плюсе 0,01, здесь в минусе 0,01. Дальше, давайте подвинем еще ближе. Так. Вот я придвинул уголком вплотную к стене. Сейчас сделаю замер, сколько у нас получается. $324 миллиметра. Делаем замер. Аннулирую Bosch 321. Аннулирую Hilda 320. $324. Ну, рулетка показывает 324. Ну и попробуем теперь сделать максимально близко к стене. Так, Bosch, оно на таком расстоянии. 20 сантиметров показывает. 16 сантиметров показывает.
Так, тут уже перебор. 15 сантиметров показывает. Ну вот Bosch, получается, меньше 15 сантиметров не показывает. Теперь Hilda. Так. 17. 15. 13. Так, уже не показывает. Ну вот, Hilda получается 13 сантиметров. Минимальный порог замера, да, меньше не показывает. 13 сантиметров. 130 миллиметров у Hilda порог замера. Так что вот такой вот короткий обзор. Это для тех, кто рассматривает для себя, для бытового пользования. Я опять-таки акцентирую внимание на том, что это больше для бытового использования. Еще раз напомню, преимущество в том, что небольшой размер, читабельный дисплей, то есть на черном фоне белые цифры. На изображении искажение идет более синий, на самом деле белые. Замеры есть как от тыльной части, так и от передней части. Можно менять. Разные варианты измерения объема, углов там и всего остального. Можно прибавлять, можно аннулировать. Зеленый луч, вроде бы типа как лучше. Вот, немаловажно, очень неплохо. В принципе, я сравнивал с уровнем лазерным. Довольно-таки неплохо показывает. Маленькими цифрами, правда. Но тем не менее есть угломер. Вот. Он работает. В принципе, он работает. Довольно-таки неплохо. Так, аккумулятор через Type-C заряжается. 300 миллиампер час, но тем не менее этого хватает для того, чтобы сделать необходимые замеры. Ну, в принципе, как бы вот и все плюсы. Ну, и опять-таки стоимость, относительно недорогая стоимость, но при этом заявлено 100 метров. К сожалению, еще раз говорю, проверить не могу сейчас, насколько действительно он будет показывать какое максимальное расстояние. Но я же говорю, что если оно будет хотя бы показывать метров 60, это будет большой плюс, в принципе. Так что, дорогие друзья, на этом все. Если кому понравилось, ссылка будет в описании. Ищите на Алишке относительно недорогой вот такой вот лазерный дальномер, лазерную рулетку. Всем всего хорошего, мирного неба, всем пока.